Иванович. Заканчивается выставка «Биот». Можно сказать, вот последний день сегодня. Ну, в принципе, первые итоги уже можно подвести. В целом, могу сказать, что выставка, конечно, опять побила очередные рекорды. Рекорды по посещаемости. Что ж это такое? Так это хорошо, вы знаете, все-таки важность и значимость человеческой жизни приобретается, и вот ее осознание, да, буквально с каждым днем, потому что, к сожалению, проходят различные весьма печальные события, но в любом случае необходимость сохранения ресурсного состояния, конечно, важна. Кстати, вот на секции, посвященной региональному рынку труда, вот прозвучала такая мысль о том, что нас все-таки очень мало для тех задач, которые перед страной стоят. И каждый человек, вот буквально каждый человек на счету. Это мужчина, женщина, пенсионер, ребенок, да, так сказать. Вот, ну, мы, конечно, можем трудовыми мигрантами какую-то возместить временно какую-то нишу, да, но это же, так сказать, недолгосрочное решение. Ну, это не только недолгосрочное решение, это достаточно проблематичное решение. Почему? Потому что рынок труда такой же конкурентоспособный рынок, и мы конкурируем, наша страна конкурирует за трудовые ресурсы, собственно, с другими странами, с другими локациями. И это такая достаточно большая, серьезная геополитическая задача. И в том числе вот для решения такого рода геополитических задач важно, нужно и необходимо проводить мероприятия такого уровня, мероприятия, направленные на внедрение и развитие культуры безопасности везде, повсеместно, а не только на работе. Владимир Иванович, вам как гостеприимному организатору удалось пообщаться с экспонентами? Вот мне удалось, я пообщался. Ну да, Олег, у вас в этом смысле вы более счастливый человек, да, к сожалению, был такой достаточно насыщенный график, но тем не менее коллеги подходили, отмечали огромный большой поток посетителей, большой поток профессионалов и отмечали изменившуюся, меняющуюся палитру, меняющийся срез тех людей, которые приходят на наши мероприятия. И это отрадно, потому что мы обязательно опубликуем все цифры, опубликуем всю статистику, сейчас вот собираем, подведем итоги, вот, и мы сами хотим понять, какие наши действия по популяризации темы охраны труда, по привлечению людей на мероприятия экосистемы БИОТ, какие стали максимально эффективными, что, вот уж простите за этот сленг, что зашло, что не зашло. Да, почему? Потому что даже в рамках деловой программы для нас было несколько открытий. Почему? Потому что какие-то вопросы, по нашему мнению, уже достаточно широко освещенные, разобранные и вроде как понятные, они, тем не менее, остаются востребованными и пиковыми. А те моменты, которые, вот, на которые сейчас важно и нужно обращать внимание, к сожалению, вот, как-то реагировали на них с меньшим энтузиазмом. Но это вот только свидетельствует о том, да, что всегда выбирает посетитель, да, выбирает клиент, выбирают профессионалы, выбирают профессиональное экспертное сообщество. Ну и мы, собственно говоря, вместе с ними и помогаем заполнять, отвечать на их вопросы. Эта неделя оказалась насыщенной с точки зрения мероприятий и конференций по охране труда. Не только из-за БИОТа, да, вот, но еще несколько интересных мероприятий состоялось. Но удивительно, что участники этих мероприятий все равно перетекли на БИОТ, вот, и делились своими впечатлениями. Здесь история следующая. Все-таки БИОТ объективно был, есть и остается точкой притяжения, да, это крупнейшее мероприятие, мы это видим по посетительскому потоку. Мы вот сегодня еще целый день, да, но мы уже понимаем, что количество посетителей, уникальных посетителей превысит 30 тысяч. 30 тысяч за все дни уникальных посетителей, да, естественно, несколько людей, некоторые люди приходили не один день, да, а некоторые отработали все дни на этих площадках, вот как, например, мы с Олегом. Вот. Да, конечно, как точка притяжения, вот мы наблюдали, что разные компании организовывали свои мероприятия, там где-то совсем такие камерные, маленькие, где-то там чуть побольше. Но в любом случае ключевой историей, ключевой точкой притяжения, как огромным магнитом, да, вот как Солнце, таким, да, вот как в Солнечной системе есть Солнце, да, здесь есть БИОТ, вокруг БИОТ тоже проходят все эти мероприятия. И это хорошо. Это почему хорошо? Потому что чем больше профессионально подготовленных
мероприятий, чем больше профессиональной, грамотной, честной информации предоставляется экспертному сообществу, тем быстрее мы решим общую задачу по внедрению культуры безопасности. Я также обратил внимание, что здесь на выставке достаточно много, ну недостаточно много, но практически все специалисты по охране труда, они все присутствовали. Вот я отмечаю эту тенденцию уже много лет. Да? То есть получается, что, может быть, не самая главная тема, но емкая, средства индивидуальной защиты, становится все-таки самым главным якорем, да, для вот этой сферы, для работников системы снабжения, охраны труда, даже кадровых служб. Да? Так сказать, вдруг она становится на время, да, становится такой якорной, ключевой, вокруг которой и все остальные дискуссии, все остальные решения, все остальные какое-то общение закручивается. Слушайте, ну в этом нет ничего удивительного, потому что объективно просто тема средств индивидуальной защиты, она просто самая материалоемкая, да, рынок средств индивидуальной защиты в этом году мы вот ожидаем по прогнозам, что он превысит 220 миллиардов рублей, и это без НДС, это без учета силовых структур, без учета затрат на вот, постковидные мероприятия. То есть это весьма такая уже существенная цифра, которую рост емкости рынка мы фиксируем вот каждый год. Конечно же, она в десятки раз больше, чем емкость остальных затрат, остальных мероприятий, которые осуществляются, проводятся в рамках мероприятий по охране труда. На полях БИОТ уже традиционно проходят отчетные собрания нашего профессионального сообщества, на которых мы подводим итоги, говорим о том, что было сделано, да, и, собственно, обсуждаем, делаем вектор направления, чего мы будем, как мы будем работать, по каким направлениям мы будем работать дальше. Я могу сказать, что те задачи, которые ставится перед ассоциацией, они выполняются, об этом свидетельствует, ну, собственно, опять-таки с этим можете ознакомиться, мы обязательно сделаем по этому поводу отдельный ролик и предоставим эти и цифры, и материалы, и уверен, что они будут вам максимально полезны в вашей работе. А известно уже, пройдет ли БИОТ 2023? А вот давайте об этом. Нет, БИОТ обязательно пройдет, это вне всякого сомнения, да. Почему? Потому что, напомню, БИОТ это отдельно выделенное мероприятие в рамках генерального соглашения между общероссийским объединением работодателей, общероссийским объединением профсоюзов и правительством. Это закреплено отдельным пунктом в генеральном соглашении. Почему? Потому что это важная, абсолютно важная тема, и об этом мы это видим, наблюдаем, да, поддержку и со стороны правительства, и со стороны Российского союза промышленников, и со стороны торгово-промышленной палаты, Федерации независимых профсоюзов, со стороны наших коллег, наших партнеров, федеральных органов исполнительной власти, крупнейших работодателей. Это важная тема, это наша общая важная тема сохранения ресурсного состояния, сохранения трудоспособного населения нашей страны. Владимир Иванович, всего наилучшего вам. Да, спасибо. До встречи на БИОТ 2023. Спасибо.